Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, зима 2023-2024 года. Как изменится моя жизнь в этот период? Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. Это первое. Ну и все же какую-то подсказку, может быть, просчитать на пару шагов, как будут развиваться события, вы сумеете. У нас сегодня две колоды. Первая колода добра, колет барон Рид, и второе истока. Вот давайте мы на Таро добра достанем три карты. Что у нас? Терпение, мои дорогие. Ну, видимо, вообще это карта гармонии, умеренности, старший аркан. Очень красивая карта, вот такая. Такие вы должны, вы все люди очень красивые, ваша правящая планета Венера. Вы любите баланс. Это, по сути, вы сами где-то. Вы хотите свою жизнь сделать более, ну, такой упорядоченной, может быть, и одновременно не беспокоиться о завтрашнем дне. Вы хотите, чтобы в жизни было вообще в целом больше гармонии, как в взаимоотношениях между людьми, так и где-то эта гармония, даже взаимоотношения, может быть, по работе, какие-то чувства тоже в полном балансе находились. Ну и материальная наша составляющая с какими-то духовными нашими поисками тоже как-то укладывалась в какую-то гармоничную взаимосвязь. Вот полная гармония, как будто задача зимнего периода. Или где-то карта нам говорит, мы будем отстраивать этот самый баланс. Но не торопиться. Карта уже сразу призывает. Ну, давайте теперь я сама достану три карты. Будем рассматривать их как месяцы, хотя последовательность может поменяться. Или вообще это какой-то один будет вопрос, который в целом всю зиму будет вас, ну, где-то занимать. Итак, декабрь. Январь, февраль. На колоде истока раскроем верхние карты. Первую мы достанем дела, работа, бизнес. Как видят карты. Энергии смотрим. Что по финансам, мои дорогие весы? Как видят карты, личную жизнь для вас. Последующем мы раскроем тоже по позициям. Каковы неожиданности в этот период? А каковы приятности? Или что нас будет радовать? Не без этого. Что нам удастся, может быть, осуществить? И достанем карту совет. Давайте будем смотреть. Декабрь. Правосудие. Ну, тоже баланс где-то. Посмотрите, старший аркан. Те вопросы, которые длительное время стояли на повестке дня, здесь словно, знаете, уже был, вот, допустим, какой-то, любая тема, любая сфера жизни, и развивались события в одном каком-то фарватере. И вот то, чем вы занимались, приходит к какому-то итогу. У кого-то это может быть буквально как проигрываются вопросы, связанные, может быть, с судом или с какими-то разбирательствами. Они подходят к концу, и вы получаете уже какой-то результат. Но в первую очередь карта нам о чем говорит? Об эмоциональном балансе. Вот опять же про это же. Да, карта терпения выпала. И о том, что мы должны быть честны сами с собой. Не время эмоциям будет в декабре, а умение увидеть то, что будет в реальности. Не должны мы себе тут точно замылить глаза. Видимо, на злобу дня есть какой-то либо объективные причины, которые находятся в конкретной реальности, то, что вас окружает. И в связи с этим есть вопросы, которые нужно решить. Именно решить. Не думать, что это как-то решится само. А без вашего участия по карте правосудия у нас ничего не получится. С другой стороны, правосудие – это всегда как карма. Закон, причины и следствия. И нам говорят, что посеешь, что и пожнешь. Или как ты поступил в предыдущий какой-то период, теперь ты получаешь какой-то итог. Вообще это как закон сам по себе равновесия. Отчасти вы сами будете создавать равновесие с учетом перевернувшейся карты терпения. С другой стороны, и обстоятельства вас могут вынуждать принять какое-то важное решение. Все-таки по правосудию где-то мы
словно на развилке судьбы, да, и мы примем или принимая один какой-то вариант решения, это означает, что от чего-то другого мы отказываемся. Что-то важное будет в декабре. Мы не должны подвергать себя риску в декабре месяце. Может быть, не время играть в азартные игры. В этот период, если мы что-то совершаем или на что-то соглашаемся, подписываем какие-либо документы, нужно просчитать свою стратегию на последующий период, чтобы вот то, что мы сделали в декабре, нам где-то, если в значении вот этой поговорки как аукнется, так и откликнется, значит, это должно быть какое-то прогрессивное продолжение и не должно быть каких-то для нас сюрпризов, особенно по части закона. Потому что, может быть, сложится такая обстановка, когда мы один на один останемся с какой-то проблемой и будем ее героически решать. Вот этого не должно быть. Мы как будто в декабре можем это все предусмотреть. С другой стороны, равновесие. Если, допустим, по прежнему месту работы или, может быть, у кого-то по отношениям, вы вкладывались, вы тратили силы, энергию, а ответная реакция, она была недостаточно той, которая вами ожидаемого. И вы можете прийти к выводу, что ну нет, все, хватит. Игра в одни ворота продолжаться не будет. Поэтому есть вот именно эта причина и следствие, и умение видеть по факту. Но вообще это больше правосудие, где-то карта как раз про вас, про вашу собственную самореализацию, про ваши мысли, про тот самый баланс между внешними обстоятельствами какими-то и вашим внутренним состоянием души, между вашими планами на будущее, не без этого, или между тем, что вы совершили прежде, и той реальностью, которая создалась в декабре. Январь. Девятка Земли. Это карта самореализации. Я могу сказать, что для людей творческих, а среди вас достаточно. Здесь как может быть новый проект. В себе вот главное не сомневаться. Увидеть какую-то реальность, действовать по закону, держать эмоциональный баланс. И в двух словах, по сути дела, это все, что нам необходимо для дальнейшего прогресса. И вот, пожалуйста, январь уже прогресс. Это самая лучшая карта по девятке Земли, когда у нас и материальная, и возвышенное, и духовное, и где-то для кармана, когда находятся, опять же, в каком-то балансе. Недаром карта говорит самореализации. Это что-то мы делаем хорошо, не ожидаем манны с неба, правда, по этой карте, но как получение денег, как получение признаний, может быть, вашего творчества, или то, чем вы занимаетесь, может быть, вашей профессии, как эксперта, возможность построить, может быть, карьеру или получить должность и на будущее себе тоже какую-то траекторию движения так вперед и вверх одновременно заложить. По девятке Земли проходят еще такие качества, как дисциплина, самодисциплина, ответственность, самоконтроль. Вот нам придется, ну, как будто не расслабишься для вас, несмотря на всевозможные праздники в зимний период, нужно заложить вот по этой карте, в этой колоде. Мы словно закладываем последний камень в фундаменте нашей надежности, нашего успеха. Мы больше сохраняем, приумножаем. Вот что-то такое важное в январе. Может быть, в декабре вы начнете, а в январе вы уже какие-то итоги свои будете видеть. Или признание, или будете себя благодарить за то, что прежде, как раз с учетом карты правосудия, вы как-то правильно сориентировались или приняли правильное решение. Но в целом благополучие в прогрессе карта. Февраль. Десятка воздуха. Действительно, что-то будет завершено, какие-то выводы вы сделаете. И если мы сказали девятка Земли, это карта прогресса, то десятка воздуха. Изящное завершение какого-то дела, новые перспективы, новые грани сотрудничества, новое творчество и, опять же, где-то самодоверие. По сути дела, мы закрываем в прошлое дверь. По-видимому, какое-то важное решение вы будете принимать, может быть, и обстоятельства так складываются для вас, мои дорогие весы, что декабрь станет поворотным месяцем, январь прогрессом, а февраль подарит для вас или откроет совершенно новые перспективы, когда не захочется оглядываться назад. Очень сильная позиция будет для вас этой зимой. Но не произойдет это само по себе. Вот то, что я говорила по карте правосудия,
и девятка земли. Вот это будет, я уже не повторяюсь, это будет очень важно. И тогда у нас получается для себя как будто, знаете, решить раз и навсегда тот вопрос или какую-то злободневную тему, которая как болевая точка вам не давала, может быть, расслабиться или почувствовать себя более уверенным или уверенной. И вот здесь мы это все завершаем. Причем изящно, мои дорогие, завершаем. Дела, работа, бизнес, давайте узнаем. Да, есть то, что нам не нравится, вот, видимо, по правосудию. Есть то, это, кстати, по тройке мечей всегда ситуация из прошлого. И посмотрите, сердце нам изображено как будто стеклянное, прозрачное. Оно как изо льда. Какая-то ситуация нас уже не ранит. Мы не хотим повторить какой-то печальный опыт. Мы знаем, чем это закончится. И, видимо, завершать вы будете какую-то ситуацию. Или у кого-то отношения, у кого-то это сопряжено будет смена сферы деятельности, смена работы. Или это ваши взгляды меняются настолько, что я теперь не буду действовать как прежде. У вас это выпадает дела, работа, бизнес. По сути, это как трансформация какая-то происходит. Может быть, и в делах. Потому что вы будете новые методы взаимодействия с людьми, к примеру. Или как решить тот или иной вопрос, вы тоже каким-то с элементом новизны, не так, как прежде, может быть. Вы бы с чем-то согласились, лишь бы, ну, где-то было вот как раз это равновесие, спокойствие, а здесь нет. Вы понимаете, что сколько ни действую или не соглашаюсь с кем-то, я делаю хуже только самому себе. Я не хочу еще раз повторить какую-то свою боль. Я ухожу от этого. По тройке мечей это, знаете, абсолютное хладнокровие и умение равнодушно смотреть на любую ситуацию. По сути, ситуация сама по себе без эмоций. И у нас получается решить практически любой вопрос, потому что мы не пропускаем через свой эмоциональный фон. Мы словно отключили чувства. И поэтому какие-то правильные решения по правосудию вы принимаете. Финансы, хотя нам сказали, финансы будут более чем. Ну, наверное, у кого-то могут быть финансы одновременно увязаны с вашей личной жизнью или вас, с вашим трудом, с вашей работой, может быть, да. Почему я так говорю? Король чаш– это тот персонаж, который как раз умеет уравновесить материальное и где-то чувственное, потому что отношения и деньги – он наиболее удачлив в решении в этих сферах разных вопросов. Когда нужны чувства, он их проявляет. Когда есть на злобу дня, то, что мы называем конкретный вопрос, он отключает эти чувства, чтобы они ему не мешали принимать правильные решения. И посмотрите, у нас изображен король, он как будто на постаменте сидит в таком кресле. И, кстати, он еще и у нас как джентльмен, он у нас в костюме. И вокруг бушуют волны, но он остается абсолютно доволен. Это его стихия. Он построил какую-то словно базу материальную. Недаром его кресло или его трон, назовите, находится как на каменном постаменте. Ничто не нарушит. И на деньги это очень хорошая карта. Но и одновременно не обойдется без эмоций. И значит где-то находить тот самый баланс или по карте терпения, которая нам вначале выпала, или по карте правосудия, эмоциональный баланс мы будем держать. И у вас это получится. И если мы про деньги, деньги будут. И если даже у кого-то сложные вопросы по финансам надо решить, у вас есть возможность это сделать. Если мы будем денежные тему где-то рассматривать безэмоционально, ну а там, где, может быть, сопряжены финансовые вопросы через чувства, значит, мы тоже каким-то образом можем суметь либо договориться, если это необходимо, либо, может быть, кому-то и сказать «нет», если, опять же, это необходимо. Этот самый баланс, он в ваших руках. И здесь по справедливости. У кого-то это может означать деньги вашего партнера, правда? Какие-то подарки. Или вопросы семьи, может быть, тут тоже. Но сама по себе нам карта, как я уже сказала, говорят, для весов деньги будут. Что в личной жизни? Королева жезлов. Я хочу сделать по-своему, это называется. Очень чистая карта, когда никто не... Чистота помыслов в первую очередь проходит. И тут это ваши личные устремления. Или я хочу, допустим, может быть, это не совсем про любовь, а про завершение
тех вопросов, которыми вы занимались с учетом аркана правосудия. И здесь, правда, у кого что проиграется, может быть и вопросы медиаторства, может быть и суда, может быть разбирательства у кого-то были. Или и здесь вот, скорее всего, что-то у вас будет завершаться. Или, например, наоборот, вы получаете признание своих собственных заслуг. И если вы человек творческий, и это новые какие-то планы, не всегда личная жизнь нам говорит про любовь. Но эта карта предполагает, что мы никому не рассказываем, что мы хотим осуществить. Мы умеем хранить молчание, секреты, как свои, так и чужие. Вот здесь важно не проболтаться будет. И пусть это для кого-то означает ваши творческие планы, а для кого-то состояние в вашей паре, да, ваших отношений. Об этом тоже не стоит распространяться. Но по этой карте к вам могут и обращаться. К вам могут обращаться, допустим, для того, чтобы узнать, как у вас дела, ради любопытства или отчасти сплетен. Мы какой-то опыт не должны отрицательный свой повторить. Но если мы говорим про творческий какой-то проект, чтобы его не украли, следует тоже хранить молчание. Давайте мы узнаем для тех, кто в паре. На зимний период. Карта истока. Есть у нас старшие арканы, есть младшие арканы. Вот карта истока, она означает, если мы говорим 21-й старший аркан, мир как завершение, как итог. И это последний, как заключительный аккорд. И дальше у нас бы началось все с нулевого аркана. Так вот, между завершением и началом означает вот эта карта. Это какие-то, знаете, зарождающиеся наши планы, проекты. Может быть, для кого-то из вас, мы смотрим для тех, кто в паре, как будто отстроить заново. Или, допустим, ваши отношения, есть возможность. Или для у кого, опять же, тут не будет общей одной позиции. Для тех, у кого отношения уже не сложились, утрачено это взаимопонимание, мои дорогие весы. Вы завершаете прежние отношения какие-то. И вы не намерены быть в гордом одиночестве. Здесь вам может, знаете, как захотеться какой-то гармонии и в личной жизни тоже. Но это, повторюсь, это как после завершения и перед началом. Это то, что мы еще где-то как планы планируем. Если у вас все прекрасно в вашей паре, мои дорогие весы, это значит, вы все равно элемент обновления, он присутствует. Значит, какие-то планы на будущее вы будете строить со своим партнером. И здесь будет все так, как вы захотите. Где-то вот то, что вы запланируете, впоследствии вы сможете осуществить. Карта подразумевает, что мы не живем прошлым. Все, оно как будто завершается. И даже не совсем сегодняшний день, а именно мы ментально формируем наше будущее. Поэтому здесь, знаете, как помечтать вы можете, допустим, с вашим партнером. Почему нет? В хорошем смысле. Потому что любая фантазия, мечта – это основа того, что мы будем осуществлять потом в реальности. Нет мечты, а что тогда осуществлять? И вот здесь может как быть унисон между партнерами, так где-то. Пусть это было завершение прежних отношений, но я уже иду дальше. Давайте мы узнаем, а в сложных отношениях, как карты видят. Еще раз, нам девятка монет, это девятка земли. Для кого-то из вас вопросы имущества, вопросы денег. Может быть, вообще это карта самодостаточности. И я могу предположить, что определенная часть представителей знаков зодиака Весы, если прежняя история была со знаком минус, вы просто махнете рукой на эти отношения и скажете: у меня сейчас полная самореализация. Я сейчас уделяю внимание самой себе, самому себе, а дальше как получится. Как будут развиваться отношения. Я буду наблюдать, например, как проявится мой адрес человек. Но с собой рисковать я не готов или не готова. На деньги как будто больше эта карта говорит о перспективности, о продолжении, о прогрессе. У вас действительно такой период сейчас, зима. И вы захотите больше внимания, времени, сил где-то уделить самому себе.
даже если вы не работаете, значит, обстоятельства вашей жизни вас разворачивают именно к вам, вот чего вам лично хочется. И вы меньше будете думать, а устроит это партнера, не устроит, как он там прореагирует, плохо, хорошо, что он или она будет думать. Вам как будто даже дела до этого не будет. Вы больше видите какую-то реальность, и вам, может быть, это будет сопряжено с тем, что вам просто надоело себя ставить где-то как в тень, или скорее соглашаться с чем-то, или действовать по какому-то шаблону. Здесь вы понимаете, что у меня на самом деле огромный потенциал. И так вот все карты и показывают. Давайте мы узнаем для тех, кто один или одна, про новое знакомство. 13-й аркан. Вы знаете, может быть, да, может быть, отчасти, хотя я не могу однозначно об этом сказать, потому что все-таки это завершение, это карта трансформации. Как будто есть то, что мы еще должны, знаете, как гештальт какой-то закрыть, может быть, по прежней истории. У нас внутреннее состояние души нашей, наверное, должно быть готово к какой-то новой встрече. Может быть, это и произойдет все-таки зимний период, 3 месяца, достаточно длительно. И вы успеете вот эту трансформацию пройти, когда уже скажете нет прошлым отношениям, нет каким-то моим, может быть, ну, паттернам в отношениях. Я теперь хочу построить что-то совершенно другое. И у нас в этой колоде карт словно такая одинокая лошадь скачет по аллее заснеженной, и деревья вот эти безжизненные, которые замерзшие, зима нам показана, и карта говорит, вот то, что тебе кажется сейчас безжизненным, да, вот эти деревья, придет весна, и все зацветет заново. Всему свое время. У вас, правда, идет какая-то трансформация. Видимо, от каких-то, может быть, шаблонов поведения, от того, что вас прежде разочаровывало, вы должны уйти окончательно. Есть определенно то, что вам не нравилось, и в отношениях тоже. И вот кто бы меня не смотрел, кстати, в паре, как будто, да, элемент обновления, даже если у вас все хорошо, мы говорим. Для тех, кто был в сложных отношениях, вы тоже больше видите сами себя. Мы словно учимся уважать, ценить, доверять самому себе. Самореализации карта выпадает. И 13-й аркан, когда мы, правда, приходим к выводу, что, ну нет, вот как прежде не будет никогда. Прежнего какого-то опыта я уже точно не хочу. И карта-то и говорит, наступит весна. Мои дорогие весы, ну, насколько насчет зимы и нового знакомства карта может нам повествовать, я, честно говоря, сомневаюсь. Но, видимо, как вот по правосудию, мы должны, словно какой-то опыт, отработать до конца в чем-то, поставить точку, подвести какой-то знаменатель и больше не оборачиваться, закрыть в прошлое дверь. Не получится и вашим, и нашим. Не получится, может быть, построить новые отношения на основе, как мы действовали или выстраивали взаимоотношения в предыдущем нашем союзе. Здесь что-то кардинально другое. Неожиданные события. Если мы потратим много денег, мы можем себе не сказать спасибо, правда. По 5 монет нам еще другое такое есть значение — отсутствие взаимопонимания. С кем-то нам будет сложно договориться, правда, по правосудию. И значит, если мы поступаем по закону, нравится кому-то что-то или нет, это как будто не имеет значения, поскольку наша задача свою какую-то реальность сохранить. Или по этой карте мы все-таки не должны себя где-то так вот задвинуть в уголок, понимаете? Может быть, есть такой момент, иногда вот именно в этой колоде проходят какие-то обстоятельства непреодолимой силы, или, знаете, как мы себя словно обособляем от людей, может быть. Для кого-то это может сопряжено быть, кстати, что вы меняете работу, или вы могли, допустим, пойти ва-банк, ну, кто знает, у кого-то может так проиграться, и сказать руководителю: я ухожу, в надежде на то, что вам предложат что-то другое. То есть вы пытались, где-то манипулируя, поставить перед фактом, а вот это не сработает. И по этой карте словно мы в изгнании в каком-то. Мы чувствуем где-то
себя может быть одиноко. Вот такое может быть. Может и нет этого самого изгнания. Или у кого-то из вас это вы морально так вот тяжело, эмоционально переживаете какой-то разрыв отношений. Может быть и по работе, может быть и в личной жизни. Или это, знаете, вы неожиданно приходите к выводу, я надеялась или надеялся на человека, но он проявился так, что несовместимо с моими принципами. Не то, что нам не нравится, а это не с нашим внутренним состоянием души никаким образом не может быть в какой-то баланс переведено. И вот это самое изгнание, это не вы в изгнании, это вы как человека какого-то можете для себя вычеркнуть из жизни. Вот такое тоже может проиграться. Но вообще это в неожиданности, это, знаете, как урок какого-то текущего момента. И самое главное, наверное, понять, какие ресурсы есть в нашем распоряжении. Не будет ни уже как прежде, ни в отношениях, ни, может быть, если вы какие-то громкие заявления делали, все же у нас карта правосудия, как я сказала, и может вполне проиграться тот момент, что вы что-то не рассчитали прежде, а здесь мы получаем как раз тот итог, исходя из тех действий, которые вы совершили ранее. Давайте мы посмотрим приятности. Император. Мы можем столкнуться, правда, с людьми где-то из законной власти, мы можем столкнуться с чиновниками, мы можем иметь, и, допустим, вы ищете работу, много бесед с руководителями, да, или вы какой-то свой проект пытаетесь продвинуть. С одной стороны, эта карта может для кого-то, тут опять же не будет общего знаменателя, для кого-то будет означать получение новой должности, или я решил строить карьеру. И я решил быть или решила в других совершенно энергиях, не, опять же, себя и на второе место не ставить, а теперь я себя как бы более позиционирую. Хотя для кого-то из вас это может быть и как вариант встреча с таким человеком, когда мы пошли решать какие-то вопросы, ну, по части оформления документов или, ну, любой, наверное, абсолютно вопрос, и мы можем в высоких инстанциях познакомиться с человеком, который нам будет где-то помогать. Или, ну, помогать не значит, он нас будет за руку водить, но поможет решить или прояснить какой-то вопрос. Вот это да, потому что это все-таки приятности. С другой стороны, я больше склонна, с учетом всех карт, которые у нас выпали, это для вас, мои дорогие весы, смена энергии, когда мы надеемся сами на себя. Что нас будет радовать или какие будут приятности. Император, он надеется сам на себя, и у него есть, безусловно, тезис-план, у него есть цели, намерения, и он понимает, что события нашей жизни, они не находятся в каком-то статическом состоянии, они постоянно меняются, люди меняются, меняются их мнения, и он на это смотрит очень здраво. Он готов где-то свои мелкие планы скорректировать, чтобы что-то важное в его жизни совершилось, чтобы его власть, статус, его позиции, они были соблюдены от и до. Как будто он не может как собой рисковать, так он и не может свое царство, государство или все, чего он достиг, подвергнуть риску. Вот где-то в приятностях что-то вы делаете для себя, как и решаете, может быть, вопрос, или договариваетесь, или это через личную жизнь. Но именно когда вы сохраняете собственную целостность, самодоверие, самодостаточность. Вот все то, что идет по карте императора. Но, может быть, это и не так просто где-то сделать, но я больше вижу в этой карте для вас возможности самореализацию. Даже если придется проходить через какой-то опыт, когда мы вынуждены закрыть прошлое дверь, может быть, и сказать кому-то нет, может быть, и в отношениях тоже что-то для себя прояснить. Должен быть, потому что для вас самих эмоциональный баланс. Не должно быть розовых очков. Карта совет, туз монет. У вас
Знаете, еще пространство будет помогать, давая вам возможности как и заработать, так и оформить нужные документы. Правда, у кого вопросы, связанные с оформлениями или разбирательствами, может быть, правда, опять же, правосудие, вы уже какой-то итог за зиму получите однозначно. Но для кого-то получение денег. Их надо будет правильно распределить, чтобы потом вот к такой пятерке монет переосмыслению мы не вернулись. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.